Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала «Вестник Кавказа». Сегодня вы смотрите передачу «Точка кипения». Я ведущий Эльмар Гусейнов. И сегодня мы с Максимом Шевченко обсуждаем, у нас 24-й год на дворе. И ровно 70 лет назад, в 1954 году, французские колониальные войска потерпели страшное поражение под Дien-Bien-Phu во Вьетнаме. И мы отталкиваемся от этого факта для того, чтобы поговорить о крахе одной из крупнейших колониальных империй, которая была французская колониальная империя. Я просто два факта приведу, которые ее отличают от других. Это была империя, созданная довольно поздно, во второй половине, в середине и дальше до начала, середины 19-го, начала 20 века. Это была империя, созданная в основном республикой французской, образовавшейся после распада империи Наполеона III. И что самое интересное, именно французы после распада колониальных империй сохранили больше всего сейчас по миру территорий, которые были когда-то их конкретными колониями, а сейчас они их скромненько называют заморскими территориями Франции, которые расположены от Тихого океана до Карибского моря. Это довольно обширные острова. И даже не только острова, а французская Гвиана. Это довольно по европейским меркам большое государство. И которое они считают частью своей Франции. Которые постоянно бурлят и никак не могут в конце концов сбросить окончательно путы золотые сейчас путы французского империализма. Вот что это такое крах колониальных империй? Вот, Максим, знаешь, всегда интересно порассуждать о том, что и даже колониальные империи были частью прогресса человечества, или не были они такой частью. И их распад тоже стал частью прогресса человечества. И как этот прогресс еще не закончился, потому что колониальные точки владения, в том числе французские, да и у британцев кое-что есть, остались. Ну, если конкретно говорить о французском Индокитае, который включал в себя Вьетнам, Камбоджу, Лаос, это была жемчужина французского колониализма, французского империализма. Достаточно походить по центру Ханоя. И это романтическая флер, которая окутывает французскую вот эту колониальную систему, великолепно продемонстрирован в совершенно потрясающем фильме с Катрин Денев «Индокитай». Начало 90-х годов. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста. И в романах Маргарит Дюрас, французской писательницы, говорят, она была женой Депардье молодого, тоже там он не жил, которая там родилась и которая оставила цикл таких воспоминаний и романтических таких очень хороших книг об Индокитае, о девушке молодой, юной, там любовь, там есть, все есть. И это и масса всего другого связано с этим. Потому что же эпоха была такая декадентская, эпоха была романтическая. Индокитай. На самом деле французский колониализм в Индокитае, он носил характер не оккупации, а там же сохранялись государства. Сохранялся император. Да, был император даже, да. Это было так навязанное партнерство политическое, когда местная знать очень напоминала ту систему, которая была на территории Российской империи, допустим, в Средней Азии или в Закавказье, где сохранялись власть местной аристократии, но одновременно создавались преференции для капиталистического вторжения. Да? Хива, Бухара, да. Это были не совсем прям такие это были такие владения. Просто, да. Это на основе договора. Бухар и Мирский, так там то же самое был договор по большому счету. Но при этом французский капитализм имел огромные преимущества. Естественно, вот эти вот, что там Франция делала? Она там добывала, прежде всего, сок гевея, резина, каучук, да. который тогда был крайне востребован. И вот там были все признаки империализма, то есть инвестиции туда, капитал вывозится, там дешевая рабочая сила, местные вьетнамцы за буквально гроши, за чашку риса создавали этот сок гевея. Не знаю, видел ты когда-нибудь каучуковое дерево, сок гевея, если его тронуть, вот он истекает, потом ты руки никогда не отмоешь, они будут пахнуть чудовищно. Нет, не представляешь. Страшно так чудовищно. В общем, это достаточно непростое производство, там связано с этим вывариванием. Они добывали металл. Вывариванием его, да. Собирали налоги. Но что не учли французы? Французы проводили достаточно долгое время, с конца 19 века и весь
начала 20 века считалось, что это такая идеалистическая практически эпоха, где как бы там были учет там местных традиций, как им казалось, учет там, значит, вот император, вот, значит, культура, вот так бы органичные сочетания, там 3 или 4 поколения французов родилось, ну, по крайней мере, 3 точно родилось. Вот Катрин Денев, да, ее героиня, это ее родина, собственно говоря. Середина 19 века, да. Ну, 70-х годов, 80-е, 70-е, 80-е годы 19 века. Они столкнулись с сочетанием специфического для региона, для вьетнамцев, ксенофобского национального самосознания, которое свойственно и для китайцев тоже на самом деле, что вот я как представитель этой расы, этого народа, человек, остальное это, как говорится, либо демоны, либо какие-то дикари, да? И второе, наложившееся на это марксизм. Социализм, который они сами принесли туда и чему научились вьетнамцы. Потому что и Хо Ши Мин учился там, в Сорбоне. И, да, ну, я не помню, в Сорбоне или нет, во Франции точно в Сорбоне учился. Да. И Нгуен Зиап, создатель, значит, вьетнамской армии победоносный, был очень образованным человеком. Пол Пот, который прославился потом жестокостями в Кампучи, вот он точно учился во Франции, понимаешь, и учился социализму, коммунизму. История французского Индокитая, они пытались включить, но, во-первых, все-таки местное население для французов было, хотя тут тоже не совсем так, не все люди второго сорта были, не все. Да, основная масса рабочих, они относились к ним как просто к материалу такую, который надо потреблять, да, лишенных прав. Вьетнамцы были лишены тех прав, которыми обладали, допустим, французские уже рабочие, которые не получили к началу 20 века после всех революций в ходе республики. Фактически проблема была в том, что законы республики не распространялись на вьетнамцев, которые этой республике подчинялись. Да? Вот французы на территории Вьетминя, на территории не Вьетминя, Вьетмин это коммунистический Вьетнам, да. На территории Вьетнама, Индокитая, они подчинялись как бы французским законам, да, республиканским, конституционным. Там. А вьетнамцы многие жили как будто в параллельном каком-то мире. Это был конфликт цивилизаций в прямом смысле. И Хо Ши Мин, человек совсем не глупый, он поднял идею национального освобождения. Говорит, лучше быть бедным рабом, бедным свободным, чем богатым рабом. Мы не должны быть рабами. Фактически война началась гражданская в 1945 году, когда начались первые, ну там до этого были первые коммунистические отряды. Они даже не были коммунистическими в таком смысле, как мы это имеем в виду. Это были националистические группы вьетнамцев на Северном Вьетнаме, которые находились под влиянием еще событий, которые происходили в Китае. Естественно, следили сначала за национальной революцией в Китае, революцией Сунь Яцена, да, желтой революции. Одновременно красная революция Мао Цзэдуна, но она была на севере Китая, далековато от этих районов, она менее влияла. А вот Сунь Яцен, Шанхай, да, это достаточно было сильное влияние. Это было в Азии, то есть желтая раса должна освободиться. Это была повсеместная тогда такая идея. И французы не смогли этому противопоставить механизмы культурной и социальной политической адаптации. Нельзя сказать, что они вели какую-то чудовищную жестокую политику. Есть ряд книг и фильмов об этих страшных временах. Вот, в частности, французский фильм «На краю света». Очень интересный фильм. Там и Депардье играет. Это про солдата, который служит там на дальнем гарнизоне на Северном Вьетнаме. И там чудовищные жестокости. Коммунистов совершенно не надо идеализировать. Там вьетнамцы поступали так, как поступают в Азии во время войны. Там отрубленные руки, ноги, головы, порубленные тела, которые приносили, складывали к дверям французского гарнизона. Говорили, вот это ваш там коллаборационист, тот, кто с вами сотрудничал. Накапливалась жестокость. На жестокость отвечали жестокость. Французы не смогли вот этому отношению азиатскому, отношению к смерти, который так блистательно показан Фрэнсисом Фордом Коппола в его фильме «Апокалипсис нашего времени». Кстати, кто не видел «Апокалипсис сегодня», извиняюсь, «Апокалипсис Now», «Апокалипсис нашего времени» — это работа Розанова, да, последняя. Там надо смотреть полный вариант,
где присутствует французский, где они вот плывя, значит, на лодке приплывают в старую французскую колонию. Там где-то минут 40 идут разговоры о цивилизационной роли французов, почему она не получилась. В более распространенной американской версии, не режиссерской, а вот прокатной, вот этот эпизод просто убран про французов, которые говорят, вы кончите еще хуже, чем мы. Но вот полковник Курц, который говорит, мы пытаемся европейскими методами подчинить себе то, что совсем по-другому относится к жизни, к смерти. И он пытается, помнишь, там ужас, они приплывают, там смерть господствует во владениях Курца, да, он сошел с ума, Курц. Он действует так, как это позорит американскую армию. Но дело в том, что также действовали вот французы в этом фильме «На краю света». Более такая автобиографическая повесть. Там парень из Франции, значит, он то же самое начинает действовать так же. В этом была проблема. И в фильме «Индокитай» это тоже показано. Французская культура, она глубокой рефлексии подвергла вот этот вот момент. В ответ на жестокость, которая свойственна той культуре, которую вы пытаетесь себе подчинить или с которой вы пытаетесь договориться, вы что можете этому противопоставить? Закон, порядок. Тяжело оставаться в рамках закона порядка, когда вам человека с содранной кожей представляют. С табличкой коллаборационист. Знаешь, как в отличие от французов, англичане после Второй мировой, столкнувшись с такими проблемами, по-моему, практически нигде не довели дело до колониальной войны. Они просто нашли способ отойти. В Малайзии. Малайзия была. Но они умело изучили вопрос, и в Малайзии они поняли, что есть конфликт между китайцами, что коммунисты это в основном китайцы. А они сделали ставку на малайцев, и вот есть современная Малайзия, где так или иначе достигли глубокие экономические реформы. А французы втянулись в две страшные войны. Французы втянулись в Индокитайскую и Алжирскую. Войну в Алжире и войну в Китае. В Индокитае. Но война во Вьетнаме, она была крушением просто огромного мифа. Там есть еще же нюанс. Ведь когда мы читаем про жестокости, которые творят французские генералы, офицеры, спецподразделения, Ален Делон, да, твой любимый, значит. Да, он воевал в Индокитае. Воевал в Индокитае, и, как я понимаю, он не особо любит об этом рассказывать. Он был парашютистом. Не любит, да. И был карателем. То есть он участвовал в деятельности карательных подразделений, которые выжигали деревни, убивали жителей этих деревень, которых коммунисты заставляли снабжать едой, оружие. Это много раз. А что жители деревень? Вот приходят ночью партизаны. Как приходили коммунисты? Коммунисты приходили, убивали там 2 человек. Давайте рис. Потом приходят утром французы, позднее американцы. Вы что кормите партизан? Да, там? Все звереют. Вот в чем проблема главная была этих генералов и так далее? Это же были многие офицеры сопротивления. Это были не вишисты и нацисты. Хотя в иностранном легионе были, говорят, там немцы, нацисты, эсэсовцы, но не они задавали. Да, французы сразу после войны вычистили вишистов из армии, и остались только те, кого можно было Тот же самый Латер де Тассиньи, который подписывает капитуляцию Германии, Латер де Тассиньи, он в Индокитае совершает ужасающие преступления. Один из парадоксов войны во Вьетнаме в том, что вот война против нацизма и то, что творил нацизм в Европе, сожженные деревни, убийства, колониализм, та страна, которая в лице свободной Франции, де Голля, борется с нацизмом, резистанс оборачивается своей обратной стороной и делает во Вьетнаме то же самое, что нацисты. И ведь творят. Они воевали в Индокитае, французы, с теми вьетнамцами, которые боролись с японцами во время войны. Это как бы... Но французы были союзниками японцев в Индокитае во время войны. Потому что там была вишистская просто. Они просто отошли, позволили оккупировать, не сопротивлялись, остались на месте. Да. Здесь вьетнамская война, это война, которая не позволяет упрощения. Это очень глубокая, серьезная вещь. Есть как минимум 2 книги. Одна книга это полковника Филиппа Дэвидсона, который командовал разведуправлением американской армии, был разведчиком. Она посвящена Нгуен Дзяпу, своему главному врагу. И он анализирует вот именно с момента, с первого боя, который маленькая группа под руководством Нгуен Дзяпа в 1945 году провела, до 1975 года.
до изгнания американцев, эвакуации из Сайгона, из американского посольства, вот этого знаменитого. Да? Очень глубокая книга. Он анализирует, как взгляды западных держав на то, как можно урегулировать, которые делали совершенно не глупые люди. Сначала французы, потом американцы там, и так далее. Потерпели страшную катастрофу, поражение. А что победило? А победила та сила, которая выступала с доктриной национального суверенитета, национального самосознания, могла к этому приложить дисциплину высочайшую, да, жестокую даже, тоталитарную дисциплину, и фактически выступила как сила, которая единственная выступала за национальное освобождение своей страны. Хотя не надо идеализировать коммунистов вьетнамских, они совершали ужасающие вещи совершенно. Ну а кто же коммунистов вообще идеализирует? В этой войне, да. И как раз именно пострадавшей главной стороной было та огромное количество вьетнамцев, интеллигенции, северяне, южане, это разные совершенно вьетнамцы, кто специалисты по Вьетнаму расскажут, там, жители Центрального Вьетнама, многие из которых стали католиками, потому что им нравилась французская культура, а вьетнамская культура эклектична, они так вот стали католиками. И обязательно потом, когда приходили солдаты Хошимина, они уничтожали, сжигали католические церкви на севере и уничтожали католических, значит, священников. А многие воспринимали традиционную вьетнамскую культуру, но никто из них не был поддержан ни французами, ни американцами в должной степени. К ним ко всем относились как к подчиненным людям. То, как американцы потом поступили с вьетнамцами, с своими союзниками, это вообще описано как трагическое просто преступление американской политики, после чего вообще многие утратили доверие к американцам. Потому что сначала они их гнали в бой и разжигали войну вместо примирения между севером и югом, а примирение было возможно на многих этапах, да, потому что никто не хотел гибели миллионов. Ты знаешь, Максим, французы и в Алжире ведь бросили своих. Когда Де-Голь подписал эти соглашения страшные, после которых 1 миллион человек только с 2 чемоданчиками каждый были в течение чуть ли не 2 суток эвакуированы из Алжира. Так то же самое американцы сделали в итоге. Они бросили там воевавших за них алжирцев. Около 50 тысяч человек прямо в портах, по-моему, были уничтожены. И 200-тысячная или даже больше армия Южного Вьетнама, многие из которых, это говорят, антикоммунисты. Нет, там были патриоты Вьетнама, националисты вьетнамские, там были либералы, там были консерваторы, которые не хотели жить в тоталитарном Вьетнаме, понимаешь, который нес с собой Хошимин. Хошимин еще был вменяемым, Ле Зуан, например, который был фанатиком просто, об этом все описывают, да, многие. В общем, жестокие достаточно. Многие потом прошли через концлагеря по реабилитации, очень жестокие концлагеря. Многие были убиты члены их семей. А американцы их просто бросили, предали и даже не позвали на переговоры. А французы позвали вьетнамскую делегацию на переговоры, вот эти вот женевские переговоры, которые шли. Там были вьетнамцы? Нет. И американцы не позвали. Это опыт того, не доверяйте Западу, не доверяйте западным империалистам, не доверяйте колониалистам. Вот посмотри, что бы они ни говорили, какие бы они ни снимали романтические фильмы и не писали книги, они вас предадут. Вот смотри, похожие вещи сейчас происходят в Новой Каледонии. В 1998 году каледонцы, новые, канаки, подписали с французским правительством социалистов. Это другое правительство, не то, которое сейчас правит. Это тогда Франция производила 2,5 миллиона автомобилей на своей земле. Сейчас она не может, еле-еле 1,5 миллиона производит. Они подписали соглашение, по которым по определенным правилам должна была политическая жизнь на этом острове развиваться. И эти правила соблюдались. И вдруг приходит Макрон, который говорит: да, что, я не помню, до свидос. Мы теперь меняем эти правила игры. Мы сели с вами играть в шахматы, пардон, мы играем в поддавки. И что им теперь делать? Восставать, а у них другого нету способа как-то объяснить за 18 тысяч километров балбесам в Париже, что они не хотят здесь, на своей земле, так жить и отдавать ее кому-то. Поэтому баррикады, поэтому стрельба на улицах, 7 уже убитых. И что? И 2500 спецназовцев, полицейских расчищают эти баррикады бронетранспортерами,
поймаешь Опыт бульдозером. колониальных войн заключается Это в все следующем. повторяется, к сожалению. Ни военная мощь, ни превосходство технологическое не решает ситуации. Наоборот, когда движимое ощущением своего военного превосходства за 3 дня, сейчас мы тут все решим, победим коммунистов, начинают вот эти вот все это кончается Дьен Бьен Фу, все это кончается Страшное тем, было что поражение. выпускается как бы демон тоталитаризма, необходимый для консолидации национального сопротивления, которое не бывает либеральным, просто не бывает, оно только бывает жестоким. И в общем все это огромная трагедия и миллионы погибших и на долгие-долгие десятилетия ненависть и травма историческая. А империализм это абсолютное зло. Абсолютное зло. И рецепта от империализма пока еще не придумано. Точнее так, колониализм это абсолютное зло. Когда мы говорим империализм, нас часто путают с империей. Империя на самом деле это более... Ну кто-то же, Максим, должен построить железные дороги. Да, кто-то должен. Надо договариваться. Надо договариваться. Не надо считать, что есть люди первого сорта и второго сорта. Да, это самое тяжелое на то, во что всей у них истории другая, человечества. да, другой цвет кожи, другая культура, другая традиция. Договариваться. Самое тяжелое для людей за всю их миллионнолетнюю историю. Ну вот такая вот. Здорово, интересно. Надеюсь, вам тоже было интересно. Мы продолжим эти передачи о том, чем заканчивается империализм, чем заканчивается колониализм, потому что это не вчерашний день человечества, это все сегодня. Сегодня горят в Новой Каледонии, как когда-то горели в Алжире, как когда-то горели во Вьетнаме, дома, баррикады, детские сады и магазины. Это наш сегодняшний, к сожалению, день. Поэтому, Максим, огромное спасибо. Я надеюсь, мы продолжим этот разговор. Надеюсь, вам тоже было интересно. Вы смотрели передачу «Точка кипения» на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий, Максим Шевченко, наш мыслитель и аналитик, с которым мы обсуждаем самое интересное в истории человечества и сегодняшнего дня. До свидания. Максим, спасибо огромное.